Злобный котик в эфире. Как проходит начало нового сезона? Today я притащила немного инфы об одном, по мнению многих, бесполезном тиммейте. Вообще без понятия, откуда такое мнение, учитывая отсутствие каких-либо негативных эффектов этого героя, но о садовнице говорят именно так. Начнем с самого начала. Это бесплатный персонаж, который дается почти сразу после старта игры. Я чуточку говорила о ней во втором видео о первых шагах. Гляньте, если не видели еще. Предположу, что садовница берет начало с самого релиза игры, когда ей требовалось потратить очень много времени, чтобы сломать стул, а охотнику требовался абнормал, чтобы его починить. В те времена у садовницы еще не было этого имбалансного щита и бафа на более долгое ускорение после хита, которые дали почти всем дефолтным сурвам под лейблом «Ветеран игры». Да, в то время, возможно, любой дефолтный сурф мог бы быть лучше, однако сейчас, когда разрабы худо-бедно, но работают над балансом, садовница является прекрасным мансером с возможностью саппорта тиммейтов. Нет дебафа на перелаз, зикот, отхил и прочее, но также нет какого-нибудь супер-дупер полезного лута. Однако тот самый щит в начале игры дает ей хорошее преимущество. Как сказал мой хороший знакомый, а по совместительству еще и твич-стример по Эдену, мистер Кира, первый хит в матче в 99% случаев получает по ошибке. И именно он может предопределить исход самого матча. А щит садовки дает возможность все переиграть. Если она первая цель мана, то в течение 50 секунд от начала матча ей позволительно совершить ту самую ошибку. Лучше ман ударит по щиту, давая садовнице возможность перебежать другую зону мансов, чем он ударит по ней самой, уменьшая шансы на судьбоносные 60 секунд выживания. Возвращаясь к теме лута. У садовницы есть тулбокс, которым она может ломать стулья. После реворка процесс этот занимает всего несколько секунд, после чего у тулбокса появляется перезарядка. Однако и у манов был добавлен отдельный скилл для починки стульев, что, по мнению многих, ослабило садовницу еще сильнее. Но, во-первых, это до сих пор тратит время мана, а во-вторых, выживший будет сидеть на стуле, который был сломан, дольше на 10%. Лично для меня это довольно справедливо. Но это вовсе не значит, что вы должны бегать и ломать все стулья на карте, как только начался матч. Нет, вы декодите или мансите так же, как и простые сурвы. После завершения машинки, если вы у стула, по пути, конечно, его можно сломать, но не более. Прибегать к такому роду действий лучше, если вы по счастливому стечению обстоятельств оказались рядом со стулом, к которому охотник несет вашего тиммейта. Тогда вам нужно быстро сломать его и убежать, не словив хит. Прекрасно, если это случится еще до того, как охотник подойдет впритык, иначе у вас растет шанс получить террор-шок. Охотник либо снимет тиммейта с шаров, чтобы восстановить стул, либо понесет его к другому стулу. Заметьте, что после снятия с шаров у тиммейта будет больше шансов вырваться. Если после починки стула вы уверены, что успеете сломать его еще раз до того, как ман дойдет до стула снова, то вы можете попытаться повторить это. Такое действие нехило потратит время маны, добавив еще больше возможностей тиммейту на вырывание, особенно если у него есть стикер и он ползет от стула прочь, пока ман его чинит. Но, пожалуйста, не занимайтесь подобными махинациями впритык к ману. Помните, что у тулбокса есть КД. Самое важное – избегать ударов, ведь у мана, который несет сурва на шарах, не будет перезарядки. А если вас ударят во время процесса поломки стула, вы получите террор. Еще, конечно, есть более провокационная тактика, но она подойдет только уверенным в своих силах людям. Поломка стульев оповещает охотников о местоположении совершенной казни садовницы над стулом, потому опытные мансеры могут таким образом приманить охотника к себе. Щит им позволяет быть более наглым в мансах, чем другим игрокам, а сама эта тактика выиграет вам и вашим тиммейтам кучу времени. Но прошу, делайте так только если вы плюс-минус знаете, что отбегаете либо 60 секунд минимум, либо пока охотник не бросит вас. Садовница одновременно хороша и плоха для новичков. Ее лут не помогает ей в мансах, но тот самый щит и отсутствие дебафов дает скидку на это. Если вы уже опытный игрок и можете спокойно промансить без сторонних предметов, то вы сами поймете, насколько это комфортный для игры персонаж. Я не знаю почему, но на садовнице именно комфортно играть и мансить. Что касается билдов, тут вам свой личный опыт в помощь. Я не парюсь, поэтому беру бусты и адрик, хотя иногда 36 бусты также имеют место быть. Более подробно о билдах я уже говорила в другом видео, оставлю вам ссылку в описании. Приятной вам игры и нежных мансов!